Добрый всем день! Сегодня у нас 19 сентября 2023 года. Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. Сегодня праздник Архангела Михаила. Поздравляю вас всех с этим днем. Еще это называют Михайлово чудо. Уже многие меня поздравили. Спасибо вам большое за это. У нас прекрасная погода, тепло, лето продолжается, наверное, бабье лето, хотя кто-то мне писал, что бабье лето, оно в октябре, а сейчас просто обычный сентябрь, ну, знаете, обычный, необычный. За последнее время для меня все необычное, я теперь познаю вновь мир в связи с событиями, как-то я стала воспринимать времена года по-другому, погоду по-другому, в общем, все. Знаете, такое впечатление, что ты учишься жить заново, все как-то воспринимается, как в первый раз, все заново, новые чувства, новые ощущения. Я не знаю, как это объяснить. Наверное, те, кто находятся в подобных условиях, прекрасно понимают, о чем идет речь, когда ты такое впечатление, что просто открылись глаза на очень многие вещи, и на природу в том числе. Потому что то, что раньше казалось обыденным, и на это ты не обращал внимания, сейчас как-то ты обращаешь внимание на мелочи, ты обращаешь внимание на какие-то... Ну, я и раньше, в принципе, обращала внимание на цветочки, бабочек, но сейчас как-то чувство. А еще когда-то я читала, что во время войны, во время таких тяжелых ситуаций обостряются чувства. Наверное, это так и произошло. На самом деле я не копалась внутри себя, я просто сейчас как-то об этом задумалась и порассуждала на эту тему вместе с вами. Ночью были обстрелы. Где-то в 11 часов вечера мы легли спать, как-то мы обычно ложимся в 10, в 10:30, а это мы как-то легли в 11. Для нас это поздно, я Амирана стараюсь уложить до 10. И сразу же, как только легли, воздушная тревога, взрыв, два взрыва, затем воздушная тревога и еще один взрыв. Ну, в общем, и все, и мы уснули. Амиран не боится взрывов, абсолютно не пугается. Нора очень часто тоже просыпает взрывы, особенно вот те, которые были днем, она тогда спала. Помните, когда в субботу я пошла на рынок, даже не днем, а утром, в первой половине дня, то Нора вообще проспала эти взрывы. Когда я пришла, я очень боялась за нее, потому что она осталась одна дома. В тот день она осталась одна дома, Амиран был с бабушкой, Нора осталась одна дома, я переживала. Я пришла, говорю: Нор, ну что, потому что не могла до нее дозвониться. Она говорит: а я спала. Ну, вот так вот. И слава богу, потому что, с одной стороны, знаете, естественно, вдруг что ребенок знает, что нужно делать в такой ситуации, какие нужно взять ей с собой вещи. У нас инструктаж проведен уже с 2022 года, с февраля. Нора знает, что делать в сложной ситуации, если что, и что ей нужно взять, и куда идти. Она не... В общем, дети сохраняют спокойствие. Кстати, хочу вам сказать такую вещь, что кто находится в моем городе, в Харькове, либо в таких прифронтовых городах, то, как себя будут вести ваши дети, напрямую зависит от вас. Вот как вы себя ведете, все передается им, особенно маленьким деткам, деткам до 3 лет, все передается грудным деткам, полностью настроение матери. Если мать будет спокойной, то согласна, очень сложно оставаться спокойным в такой ситуации, но все-таки мы должны в первую очередь думать о наших детях и соблюдать такое вот спокойствие. Так, мы сейчас собираемся кое в какое место. Утром у меня уже была работа, я уже успела сбегать, у меня была встреча на час. Не могу сказать, что, просто зря сходила. Ну, бывает и такое. Ну, зря, не зря, я зря, а для человека подсказала, для него будет не зря. Для него это, конечно... Кстати, вот за последние дни встречаю своих зрителей очень часто в магазинах, на улицах, на детских площадках. Я встречаю своих зрителей, которые... Ну, я уже по взгляду вижу, что человек сейчас подойдет, в принципе. Очень часто видно, что узнали, и что я слышу? Я как-то, честно говоря, стесняюсь такие моменты, когда меня узнают, когда подходят, спрашивают: это вы? Я говорю: да, это я.
И очень часто люди говорят: а вы в жизни выглядите лучше. Ну, все почему-то думают, что я маленькая, я щупленькая, я на самом деле 1,80 м ростом, и когда меня встречают в жизни, как-то говорят: о, вы-то, ну, вот как-то в жизни я людям нравлюсь больше, чем на экране. Но я вам еще хочу сказать, я не профессиональный, я снимаю на обычный телефон, снимаю вот так вот просто рукой держу, никакую не использую, ни селфи-палку, штатив, я даже использую крайне редко. У меня штатив такой скотчем заклеен, поломанный, и Валя мне свой старый отдала, и я до сих пор, мне он не нужен. Здесь дело даже в том, что просто я снимаю в таких условиях, вот как есть, так есть, поэтому, возможно, я не совсем правильно это снимаю, даже невозможно, а, наверное, процентов 99 то, что я снимаю неправильно, это просто вот так вот, как есть, так есть. У меня нет каких-то профессиональных операторов, камеры и так далее, просто все снимается на мобильный телефон, и поэтому, возможно, как-то телефон еще искажает, приближает, ну, то есть вы тоже это должны понимать, поэтому вот как-то эм, много вопросов, почему в жизни лучше, ну, вот так вот, наверное, просто в жизни так, знаете, иногда даже вот снимаешь себя и думаешь, ты выглядишь часто вот как в глазок двери, да, вот как-то это вот так вот. Ну, нужно штатив, нужно правильно выставлять свет. Очень многое зависит от света. Свет играет, это Валя мне все время говорит, что я неправильно снимаю, нужно сделать так, чтобы свет правильно ложился, и так ты можешь выглядеть лучше, так ты выглядишь хуже, так ты себя сняла неправильно. Ну, ребят, это просто видеодневник жизни, поэтому как снимаю, так снимаю, так что спасибо вам за комментарии, за ваши слова, за то, что подходите, знакомитесь. Я же говорю, всегда мои зрители меня всегда удивляют, какие люди меня смотрят, насколько они добрые, позитивные, разных абсолютно возрастов. Вот насчет возрастов я могу сказать, что ко мне подходят и дети знакомятся, и подростки, молодежь, и совсем маленькие детки, и среднего возраста, и пожилые люди. В общем, возраст абсолютно разный. Ну, так написано и в статистике, кстати, канала. Еще хочу сказать, не забывайте поставить палец вверх и подписаться на канал. Кто еще не подписан, мне будет приятно, потому что 40 с чем-то процентов остаются не подписанными, но смотрят регулярно мой канал. Кто-то, не знаю, кто-то до сих пор ленится подписаться. В общем, у каждого свои причины, поэтому если вы подпишетесь, я вам буду благодарна. Нажимайте колокольчик, вам будут приходить уведомления о моих новых видео. А мы пойдем, встретимся с вами уже в новом видео сегодняшнем. Не пропустите, оно выйдет немного позже.